Всем доброго дня, меня зовут Кирилл, и в этом видео мы будем с вами изучать телефонный этикет. Самые частые фразы, которые вам пригодятся, особенно если вы находитесь в США. Если вы не находитесь в США, кому сейчас легко, но пригодятся тоже всем. Представьте себе такую ситуацию. Вам звонят с какой-нибудь организации и говорят «Can I talk to Maria?» Ваши действия, что вы скажете? Ну, это вы, собственно. По-русски мы бы сказали «это я». Да, это я. Как сказать это по-английски? Первое, что вы можете сказать, это просто повторить. Сказать «This is Maria». Это Мария. Что надо? Чего меня отрываете от обеда? Следующая фраза, которую вы можете сказать «speaking». То есть вы как бы хотите сказать «I'm speaking», «Maria is speaking». То есть вы не человеку говорите по ту сторону трубки «говори», а вы говорите, что вы здесь, это вы. Либо вы можете сказать «this is she» или «this is he». Это будет old school, old-fashioned фраза. Иногда можно услышать, люди говорят «this is her», либо «this is him». Это тоже такой casual стиль, не считается он вообще официально правильным, но как бы язык, нам ваши правила нафиг не сдались. Все. Хочется нам сказать очень часто, особенно если ваш родной язык это русский, «it's me». Это я. Но это будет странным такое сказать. Ни один англофон такое никогда не скажет. Вы можете прям под запись проверять, делать field trip, исследования. Ни один человек такое не скажет. У кого английский родной язык. Вы можете так сказать, когда на это есть соответствующий вопрос. Просьба «Can I talk to Maria» не предусматривает ответа «It's me», потому что там просто «Могу ли я поговорить с Марией?» А вы говорите «Это я». В смысле, что я? Где я в восприятии англофонов? То есть для них имеет место отвечать на вопрос, если он был задан как «Is this Maria?» «It's me». Да, это я. Or «Are you Maria?» «It's me». Это я. Или «Who are you?» Собственно. Кем вы будете, гражданочка? Тогда вы можете сказать «It's me, Mario». Поэтому помните, если «Can I talk to Maria?» просит к телефону, могу я к телефону пригласить или поговорить с кем-то. Все, что хотите, но не «It's me». Также, если вас спрашивают «Is this Maria?» «Are you Maria?» Вы можете сказать «This is she» или «This is her». Либо «This is he», либо «This is him». А сейчас давайте пробежимся по фразам, которые очень часто используются в телефонном этикете. Немножко социокультурной компетенции. Чем моложе вы, тем меньше вероятность того, что вы будете кому-то звонить. Вообще сейчас в культуре, например, американской культуры, в культуре американской культуры, не убавить, не прибавить. В общем, не принято звонить. Считается, что если вы человеку звоните, это все, это какой-то emergency, ЧП, что-то там горит, поэтому люди особенно, многие боятся брать телефон, потому что, господи, что случилось, why are you calling me? Как говорила моя бабушка, just text. I'm just one text away. Мне можно просто написать смс-ку, вот так, 2 пальца об асфальт и все. Поэтому помните об этом. Чем вы моложе, я думаю, вы даже у себя там где-то, где вы живете, вы особо не говорите по телефону именно вот бла-бла-бла. Мы сейчас можем голосовое записать, говорить по видеосвязи, а вот именно так, чтобы поговорить, мы в основном звоним куда-то. А врачу, записаться на прием к парикмахеру. Мне, кстати, надо к парикмахеру записаться. Тяжело, волос много стало. То есть, когда мы хотим поговорить не с друзьями в основном, а это какая-то организация. Представьте себе, что вы звоните, и очень плохая связь. Вы не понимаете, что вам говорят. Вы можете сказать «You're breaking up». Вы прерываетесь. «You're breaking up». Также обычно говорят «Can I call you back?» А можно я вам перезвоню? И здесь я хочу вас опять предостеречь, потому что многие, я слышу, говорят «recall». «Can I recall you?» or «I recalled». В значении перезванивать вот этот глагол recall не используется. Сами посмотрите в словаре, что он означает, какие у него есть смыслы, но не в значении перезванивать. Call back, ring you up. Если вы не слышите, что человек вам говорит на том стороне провода, или вам могут сказать, или вы можете сказать could you speak up, please? Или просто could you speak up? Погромче, пожалуйста. Чего не слышно? Если человек
говорит вам чего-то, и в середине вот пропадают все слова, что он сказал. Ну, бывает такое. Вы можете сказать следующее. Sorry, I think I lost you for a second. Can you say that again? Sorry, I think I lost you for a second. Can you say that again? Я немного не расслышал, что вы сейчас говорили. Повторите, пожалуйста. И здесь опять хочу предостеречь вас, потому что многие любят глагол repeat. Да еще и говорят неграмматическим предложением can you repeat? Или can you repeat, please? Repeat what? В английском языке очень много глаголов, после которых должно идти прямое дополнение. Что? Can you repeat? И помните, что все слова, сказанные вашим собеседником, автоматически превращаются в некое that. Не it, а именно that. Вот если вы мне что-то скажете, для меня ваши слова — это that. Даже если ваше лицо прямо передо мной находится. Такой интимный момент. Поэтому, если уж хотите использовать слово repeat, глагол repeat, can you repeat that? Но, несмотря на то, что глагол есть, выражение есть, все есть, почему-то как-то вот в речи не часто используется это. Я не знаю, с чем это связано, поэтому можете посмотреть, послушать, погреть уши, так сказать, что говорят, и именно повторять фразы, которые вы слышите часто. Если вам звонят и просят не вас к телефону, а кого-то еще, вы можете спросить, не хотите ли вы что-нибудь передать. Can I take a message? Или вас могут попросить там, с того конца провода. Can you take a message? Or can I leave a message? То есть у вас есть два глагола. Take a message – принять, записать, передать. Leave a message – оставить сообщение. I'm leaving a message. I'm singing a song. Вспомнилось что-то мне. Когда вы говорили с кем-то по телефону, и тут бац, разъединился телефон, сбросился. The call dropped. Мы не знаем, кто это сделал, оно само. Если вы знаете, что человек специально на вас повесил трубку, вы можете это сказать, описать следующим образом. She just hung up on me. She just hung up on me. Hung up – это прошедшая форма, повесил, буквально положил трубку. В настоящем времени глагол hang. Hang up. Хочу оговориться, в американской версии английского языка, когда у вас есть сочетание гласного звука A и дальше NG, NK, американцы очень любят это все произносить назально через ang. Такой как бы глайд происходит. Не совсем дифтонг, скорее всего глайд, когда с одного звука вы скользите на и. Ang, например, go to the bank, или dang, или tank, в отличие от общеупотребительного tank, bank. Почувствуйте разницу. Bank, bank, tank, tank. Если вам нужно сказать, наберите какие-то цифры, вы можете сказать press pound, нажмите решетку, либо dial. Dial 911, например. Наберите 911. Но если у вас роторный телефон, да, rotary phone, то тут, собственно, просто dial. Также вы можете попросить человека подождать. Это можно сделать следующим образом. Can you hold on for a second? Can you hold on for a second? Если вам кто-то звонит с больницы или с какой-то организации, у них более официальный язык, они могут вас попросить следующим образом. Can I put you on brief hold? Can I put you on brief hold? Можно я на ожидание, на удержание вас поставлю? Либо can you hold on for a second? Ну и, наконец, cherry on top. Когда вы поднимаете трубку, знаете, иногда гудки есть такие. Или просто вы кому-то звоните, там, это называется it's busy. Занято, то, что мы называем по-русски. Busy. Если вам нужно сказать, что трубку не берут, вы там звоните, никто не берет трубку. Nobody is picking up. Nobody is picking up. И взять телефон, ответить на сообщение, поднять трубку и так далее, используя глагол фразовый pick up. И что вы знаете про фразовый глагол, если вы смотрите мои видео? Правильно. На послелог, на частицу, которая после глагола стоит, падает ударение. Вместо pick up мы говорим pick up. То есть, если вы кому-то звоните, и вам надо, чтобы человек ответил, поднял трубку, вы можете говорить pick up, pick up, pick up, please pick up, pick up, pick up, pick up, pick up. Либо вы можете использовать глагол отвечать answer. Come on, answer. Nobody answered the phone. Nobody picked up.
Это одно и то же предложение, только используются два разных слова. Если вы человеку звоните, оставляете сообщения голосовые, человек вам не перезванивает, вы можете сказать She never returned my calls. She never returned my calls. Она не ответила на мои... То есть я ей звоню, она не отвечает, она не перезванивает. На сегодня это все. Используйте эти выражения в речи, в активной вашей речи с кем-то, в неподготовленной, спонтанной, чтобы их не потерять. Потому что если вы просто записали, посмотрели видео один раз и больше к нему никогда не возвращаетесь, вы все это забудете. Напоминаю, у меня есть Telegram и Instagram Kirill's_English. Всем отличной рабочей недели. Пока.